Доброго времени суток! Вас приветствует Лонфред, и сегодня у нас гайд на Лилию. Понеслась! Пассивка. Рассерженный глум. В радиусе действия глума скорость движения Лилии возрастает. Каждый раз, когда она апает уровень глума, скорость увеличивается на 5%, вплоть до 5 раз. Первый скилл. Волшебная ударная волна. Лилия выпускает вперед глума, который нанесет урон врагам на пути и замедлит их на 40%, на 1,5 секунды. Если он коснется теневой сферы, это второй навык, то поглотит ее и взорвет. Второй скилл. Теневая энергия. Возможно, описание данного скилла понятно не всем, поэтому я постараюсь рассказать о нем своими словами. Лилия размещает в выбранном месте теневую сферу, которая нанесет противникам небольшой урон и на мгновение замедлит их на 80%. После того, как сфера будет поглощена при помощи первого навыка, она взорвется и нанесет врагам в области магический урон, а на месте сферы появится глум, имеющий собственный радиус. Если в этом радиусе разместить сферу, примерно через 1,5 секунды она автоматически взорвется, оставляя на месте взрыва глума. Каждый новый глум будет улучшаться, нанося на 30% больше урона, вплоть до 120%. Как только глум будет улучшен до максимума, звук взрыва изменится на более мощный, а также добавится анимация молнии. Данный скилл изучаем в первую очередь. Ульта. Черные башмаки. Как только Лилия изучает ультимейт, за ней начинают бегать башмачки. Так вот, при активации ульты Лилия переместится на то место, где 4 секунды назад находились эти самые башмаки, и вернет состояние ХП и МП к тому значению, которое было 4 секунды до этого. А также дополнительно восстановит 25% ХП на максимальном уровне умения, увеличит скорость передвижения на 40% и восстановит стаки второго скилла. Я рекомендую использовать эмблемы мага со вторым перком волшебство. Из дополнительных спеллов выбираем между вспышкой, спринтом или очищением, если в команде противника много контроля. Переходим к сборке. Сапоги заклинателя. Увеличат урон на начальных уровнях. Если не хватает маны, заменяем на обувь демона. Жезл молний. Бустим урон и уменьшаем перезарядку навыков. Жезл снежной королевы. Даст немного вампа и скорости движения, а главное это замедление врагов. Палочка гения. Небольшой бонус к скорости движения и маг проникновению. Ну а поскольку данный персонаж является спамером, пассивка предмета зайдет на ура. Лилия наносит массовый урон, а значит в тимфайте мы можем нехило так помочь команде, благодаря антихилу. По желанию можно заменить на мимолетное время, что позволит чаще использовать ульту, а вследствие наносить больше урона, или на зимний жезл, дополнительный навык которого позволит выживать в критических ситуациях. Также можно применить как страховку перед использованием ульты. Ну и бустим урон священным кристаллом. В идеале будет занять лайн с союзником, имеющим контроль, желательно массовый. Отстаивать лайн на Лилии не проблема, ведь уже с первого уровня она способна буквально задрочить противника. Не забывайте, что второй навык подсвечивает кусты. Этим нужно пользоваться во избежании засады. Кстати, второй скилл лежит на земле неограниченное время, пока не будет поглощен первым навыком или пока Лилия не покинет зону видимости. Также стоит заметить, башмачки тоже светят кусты и являются спасением данного персонажа. Но и каку они подложить могут, поскольку на карте видите их не только вы, но и противники, а значит вас могут отследить. Касаемо того, как и в какой последовательности применять навыки, один из вариантов, как многие могли подумать, наставить в кусты теневых сфер, выждать врага и активировать все сферы первым скиллом. Но делать этого я не советую, поскольку полный урон от данной комбинации получит либо неопытный игрок, либо игрок, играющий на пульте от телевизора с пингом в 500 и 3 FPS. Лично мое мнение, Лилию нужно использовать по назначению, а именно как мага-спамера. Кидаем сферу, активируем ее и закидываем врагов глумами. Потом ульта и по новой. Таким образом, если стараться попадать в противника, а не бездумно спамить скиллами, вы практически всегда будете в бою.
От Лилии тяжело убежать, но и догонять ее занятие неблагодарное. Ведь все атакующие скиллы имеют замедление, плюс мы усилили его в сборке. Кстати, в тимфайте лучше немного подождать и только потом врываться, когда союзники и противники уже схлестнулись в битве, дабы иметь хоть какой-то эффект неожиданности. Ведь в противном случае вражеская команда, заранее увидев Лилию и Глумов, просто отступит или наоборот постараются зафокусить ее. Данный персонаж боится героев с быстрым сближением и высоким уроном, таких как Гасен или Фанни. Боится прокастеров, вроде Эйдора или Авроры. Ну и контроллеры вроде Чу и Кая не дадут безнаказанно наносить урон. В общем, подводя итог, могу сказать. Хоть и многие считают иначе, лично мне Лилия имбой не показалась. От ее навыков легко увернуться, а саму Лилию несложно законтрить. Персонаж имеет свои плюсы и минусы. Как вам герой? Пишите в комментариях. Буду рад почитать. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось данное видео, не забывайте ставить палец вверх, а также подписывайтесь на канал. Впереди еще много интересного. Ну а с вами был Лонфред. Всем удачи. Пока-пока.